Когда видишь чужую беду, всегда думаешь о хорошем. Что вот-вот и мы все преодолеем, спасем и вылечим. Когда кому-то хочешь помочь, становишься творцом. А у Творца все должно получаться по плану и желательно с идеальным положительным исходом. Но мы забываем иногда, что и Творец нашего мира, ведь он тоже сделал мир далеко не идеальным. Хотя задумка-то про человечество у природы была изначально наверняка хороша, но что-то пошло не так. А как в нашем случае вышло с этим щенком Генри? А было дело так, выслали как обычно в мессенджер видео щенка. Он не ходит, лапки волочит и плачет. Мы, конечно же, сразу подумали на гиперпаратиреоз пищевой элементарный. Это когда овсянка на бульоне. И больше ничего в жизни. От такой еды организм становится бедным и идет разрушение костей. Нет материала для развития организма совсем. Или, например, когда кормить одним мясом или курицей. Фосфор, а точнее его избыток, выводит из организма кальций, и мы также на рентгене увидим хрустальную, прозрачную кость. Кости рушатся, животных парализует и они умирают. И вот мы думали, что сейчас Генри начнет хорошо кушать и все пройдет. На рентгене не было видно перелома позвоночника. И врачи сказали, нужно делать МРТ. Когда девушки передавали нам щенка, сказали, что он жил на улице и его сбила машина. Позже они записали голосовое сообщение, адресованное нашей знакомой. И из этой записи мы поняли, что если щенок не будет ходить, то нам нужно будет его усыпить. Потому что люди не готовы брать инвалида. Так и проговорили, если не будет ходить, лучше его сразу усыпить. Мы не подписывались на инвалида. А лучше ли усыпить? Но мы очень надеялись на чудо. Шли дни, и Генри был в клинике. Начались проблемы с мочевым дерматитом. Ведь теперь он особенный щенок. Через несколько дней мы накопили средства на МРТ. И здесь на снимке мы увидели полное разрушение спинного мозга. Руки опустились на тот момент. Мы понимали, что это точка невозврата. И тут же вспомнили про то голосовое сообщение. Усыпить? Ребенка, который ждет тебя и радуется. Маленький щенок, у которого жизнь только началась. Мы приехали к нему в клинику, и снова он плакал, радовался и прыгал на попе. Ведь ходить он больше никогда не сможет. Мы все понимали с самого начала. И где-то в подсознании уже приняли малыша в свою семью. Но все равно надеялись, что он нужен девушкам, нашедшим его. Вот таким он попал к нам, этот щенок. Маленький и беззащитный. И также мы понимали, что в жизни не все просто, и людей, готовых брать инвалидов, сложно найти. И у девочек был иной план на щенка. Пристраивали с улицы его, не забрали вовремя в безопасное место. И попал малыш под машину. Никто не думал, что щенок перестанет ходить. Однако, позже девушки сказали, что они вовсе не кураторы щенка, но готовы найти для него платную передержку. Это когда уход за щенком будет оплачиваться. Сами девушки не были готовы брать щенка-инвалида домой. Позже мы приняли решение все же оставить щенка себе. Хотя у нас уже есть 7 животных-инвалидов. Мы не смогли усыпить малыша, который сидит в клинике, в клеточке и ждет тебя каждый день в гости. Радуется новым игрушками и просто тому, что он жив. Он маленький совсем и ничего не понимает. Не осознает, что больше никогда не сможет бегать, пока лечение будет направлено на купирование воспаления и реабилитацию. Малышу нужно научиться жить иначе. Спасибо, что просмотрели эту историю. Пожалуйста, поделитесь ей с вашими близкими и знакомыми людьми, а также не забудьте подписаться на канал.